Привет всем, с вами Денчик и желто-синие кубики, прям как на логотипе канала. И сегодня у нас на обзоре набор 7710 родом из 1980 года. Да, этот набор ближе к 2000 году, чем мы с вами сейчас. Набор достался мне в не самом лучшем виде, но для набора в таком возрасте это, конечно, простительно. Да, и где-то можно заметить немного загрязнений в кадре, и хоть я и мыл детали после покупки, но делал это не слишком яростно, ибо я переживал за наклейки. Только саму дичь в процессе сборки я смахнул, так что не обессудь. Вот, сейчас я хотел паровоз, а красоту когда-нибудь потом я наведу. В комплекте есть все детали, наклейки, фигурки и инструкция. Инструкция тут, кстати, весьма неподробная. Не помню, собирали ли мы с вами настолько старые наборы, но я точно уже не раз говорил, что инструкции 90-х были сложными. Тут все еще немного усугубляется. Эти инструкции рисовали без использования какого-либо софта совсем, как я понимаю, в ручном режиме. А для типичного компьютера из 80-х палитра из нескольких цветов была уже достижением. Какой тут компьютерный дизайн. Но, с другой стороны, в наборе не такое уж большое разнообразие деталей, и это несколько уменьшает вероятность что-то перепутать. Набор типичный представитель поездов в эпоху бурного развития Лего. Напомню, что у нас только в конце 70-х появились привычные нам минифигурки, впервые оформились многие привычные нам сегодня серии. Поезда существовали уже не первый десяток лет к этому моменту, но как раз в 80-м году вышли первые наборы, давшие начало так называемой серой эпохи. Период назван так в честь серых рельс, которые заменили собой рельсы из синей эры, а опять-таки по базовым характеристикам рельсы ничем не отличаются от современных. Можно пустить по кругу и современные модели поездов. Но эти рельсы разборные. У нас есть отдельно внешние и внутренние диаметры, плюс плейты со специальными защелками для этих рельс, которые изображают из себя шпалы. Собирается поезд достаточно быстро, паровоз собирается чуть-чуть сложнее, вагоны совсем простые. Детализация выполнена в основном наклейками, не считая совсем крупных элементов. В кабине локомотива, например, есть намек на печь. В каждом из вагонов, вошедшем в любую дверь, будет предложен выбор из 2 стульев. Обстановка вагонов абсолютно одинакова, вариантов войти не в ту дверь тут нет. Комплектные наклейки предлагают нам следующие варианты маршрутов: Рим-Париж, Брюссель-Амстердам и Базель-Гамбург. Кроме реальных городов, можно также встретить другую реальную символику, буквы DB, что, вероятно, является сокращением от Deutsche Bahn. Я в Германии был лет так 20 назад, и меня тогда больше интересовали биониклы, а не поезда. Едем дальше. Еще в наборе нас ждет платформа и пяток очень ламповых минифигурок, настолько ламповых, что у всех, кроме работников железки, даже принтов на торсах нет. И вот собрали мы набор. Что же с ним делать? Можно собрать альтернативную модель вагонов и просто катать поезд по кругляшу. Да, у нас в комплекте нет ни мотора, ни батарейного блока. Но на последней странице инструкции нам любезно предлагается 2 варианта развития событий. Первый. Взять 4-вольтовый моторчик и использовать его с соответствующим батарейным блоком. Блоки и моторы в те годы выпускались разные. Показываю, что есть у меня. Вот такой блок требует сборки еще одного вагона, но это как-то сложно. Вот такой блок ничего собирать не требует, но в моем случае эти блоки требуют очистки от окислов. Поэтому я сделал выбор, который на моем месте сделал бы каждый уважающий себя мужчина. Это вот такой вот трансформатор. Мало того, что лампово гудит, так еще и позволяет дергать за ручку, прямо как в кабине у машиниста. Правда, механика в моем трансформаторе достаточно тугая, а шестерни тех лет нежные, поэтому придется обойтись вот такой вот крутилкой. Кроме трансформатора нам нужны рельсы, которые продавались отдельно в виде наборов дополнений. Нам нужно 2 вот таких вот набора. Да, и кстати, на одной из коробок остался ценник. Судя по всему, это французские франки. Решил я и уточнил у того, кто поумнее. Я долго пытался разобраться в курсах, но когда обнаружил себя за чтением сайта Forbes.kz, я решил, что примерная цена меня устроит. $2-3 США на тот момент или около 10 на текущий. Кроме упомянутых выше контактных рельс, нужен еще один проводник с отходящим от него проводом, чтобы подцепиться к трансформатору. И подаем напряжение, и ничего не происходит. А все потому, что нам нужен еще и мотор. Они тоже бывали немного разными по дизайну. Кроме того, была возможность прицепить деталь с контактами к некоторым моторам, которые должны были работать по умолчанию от батареек. У меня есть моторы с уже интегрированными контактами, немного их зачистим и в путь.
Поезд идет туговато, на низких скоростях его почти нереально запустить. Я думаю, тут причин много, и не самый хороший контакт с токопроводящим рельсом, и возможная усталость узлов у тележки внутри, и отсутствие хорошего зацепления на внешнем рельсе. Он, кстати, зубчатый, и вроде бы в те времена выпускались специальные резиночки для колес, чтобы сцепление улучшить. А общий принцип работы ничем не отличается от поездов в системе 9 вольт, на которые мы с вами тут уже смотрели. Вообще, я хотел сделать на основе этого набора полноценный рассказ про поезда серой эпохи и про соответствующую электрику, но решил, что таки стоит сделать небольшой ролик об этом наборе. Тем более, что хотелки по 12-вольтовой системе у меня все еще есть. Например, набор 7740, хотя цена на него меня все еще пугает. Так что повод когда-нибудь у нас будет. А так, сходу я могу сказать, что у меня вот такой вот лифлет, который, вероятно, вкладывался к поездам, и вот книга идей для поездов под индексом 777. Книгу мы, кстати, смотрели на стриме, которые у меня иногда случаются и получаются. А сам набор прекрасный. Это в полном смысле классика. Типичный черный паровоз, вагоны в базовых желто-синих цветах, традиционные мордочки фигурок Лего. Набор предоставляет возможность за сносный прайс пощупать железную дорогу серой эпохи. Цены видите на экране. Набор сюда ко мне везти не хотели, поэтому пришлось покупать его через друга в соседней стране. И где-то у меня на канале была гостиничная распаковка этого набора. В общем, я остался доволен. Коту, кажется, не очень зашло. Самое главное, что я собрал набор между делом, и он поработал в качестве источника дофамина при производстве ролика про вокзал. А если данный ролик вызвал у вас прилив дофамина, то можно поделиться этим самым дофамином со мной через кнопочку лайка и в комментариях. Увидимся!